Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. В мире фэшн-искусства, друзья, бывают показы, а бывают явления, исторические встречи прошлого с будущим. Сегодня на презентации круизной коллекции Gucci Resort 2026 случилось как раз второе. Модное шоу устроили в самом сердце Флоренции, в городе, который когда-то стал домом для итальянского бренда и теперь вновь гостеприимно открыл свои двери. Место действия – Палаццо Сеттимани. Это древнее здание давно стало частью флорентийской души. В 1953-м здесь расположилась мастерская Gucci, а позже и до нынешних дней весь архив. Он уместил более 46 тысяч предметов, хранящих историю творчества разных креативных директоров. И вот сегодня, в этот удивительный вечер, Палаццо вновь центр модной вселенной, где все пронизано духом Флоренции, цветущей, как ее называли в древности. Пока бренд еще находится словно в подвешенном состоянии, на переломе между двумя эпохами после ухода Сабадо де Сарно и в ожидании дебюта Демне, новая коллекция создавалась штатной командой дизайнеров. Вместо попытки перекричать временное отсутствие сильного лидера, дом моды выбрал путь диалога с собой. Каждое платье, жакет, тренч или блузка – здесь не просто стильная одежда. Они звучат как шифр, секретный код, адресованный тем, кто хорошо знаком с ДНК бренда. В круизный гардероб нынче постарались включить все элементы, которые давно стали знаковыми для Gucci. Вот сами посмотрите, друзья. Сетка и леггинсы, усыпанные кристаллами от де Сарно, есть. Гладкие шелковые платья миди и юбки-карандаши а-ля Фрида Джанини присутствуют. Меховые пальто и сексуальные сверкающие наряды в духе Том Форд тоже найдутся. Блузки с бантами и шелковые с пышными рукавами от Александро Микеле? А как же без них? Макси с глубоким декольте, перьевые сандалии, пайетки, волнующий гламур и яркая театральность. Каждая вещь из коллекции несет историю, которую от поколения к поколению рассказывал Gucci. Однако с каждым выходом очередной модели на подиум, с каждым шагом, взглядом на ткань, силуэт, аксессуары вдруг замечаешь также черты стиля Демны Гвасалия. Хотя он еще не взял на себя бразды правления, но его стиль, настроение в образах точно имеются. Эти тонкие, почти невидимые маркеры будущего, объемные формы, архитектурные сильные плечи, контрастные сочетания явно намекали на присутствие нового креативного руководителя. Его приход обещает, может, и не полную трансформацию бренда, но дизайнер определенно попробует написать для Gucci свой модный пейзаж. Что сегодня понравилось? В коллекции нет ощущения музейности. Наоборот, прошлое здесь живое, гибкое, свободное. Редко бывает, когда дизайнеры обращаются к архиву с такой честностью и теплотой. Словно по коридорам палаццо прошла тень основателя дома Гуччио Gucci, наблюдая за тем, как перерождается ремесло его мечты. Где-то на грани ночи и дня, тьмы и света, памяти и предчувствия. Отдельной строкой стоит отметить цветовую палитру. Микс оттенков – настоящий визуальный фейерверк. Особенно хороши сочетания пронзительно-синего с огненным красным, приглушенной сирени или же амбициозной фуксии с белым и черным, золото с карамелью и с травянисто-зеленым. Помимо цветовых решений, не меньше внимания в круизном гардеробе уделено материалам. От шелка и бархата до драгоценных металлов и кожи. Есть уже знакомые нам по предыдущим коллекциям бренда эффектные комбинации объемного меха и ажурного кружева. Весомую роль в модных образах сегодня, впрочем, как и всегда, играют аксессуары. Массивные украшения, очки с крупными линзами, ремни с логотипами, изящная обувь нам словно говорят: да, у Gucci помнят и чтят историю, но все-таки живут настоящим. В числе фаворитов, как всегда, стильные сумки, среди которых появилась новая версия под названием «Лилия» в честь цветка, древнего символа Флоренции. К слову, сразу после шоу модель поступила в продажу. Выполненная в лучших традициях, она обозначена глубокую связь бренда с родным городом, с его историей, искусством, ремесленным мастерством. Gucci – это Флоренция, а Флоренция – это Gucci. На мой взгляд, фраза, сказанная генеральным директором Стефано Контино за кулисами шоу, наиболее точно передает атмосферу показа Resort 2026.
И вот, когда гости разъехались, дворцовые двери закрылись, вещи отправились по бутикам, а модные образы остались на фото, в воздухе еще долго витал аромат дорогого парфюма. Он будто запах хорошего прошлого, но в ожидании нового настоящего. Приятного просмотра, друзья! Очень хочется услышать ваше мнение о круизной коллекции Gucci в комментариях. Как далее сложится судьба легендарного бренда? Что ждет его? Громкий успех или провал? Вы обязательно узнаете в одном из следующих видео. Огромнейшее спасибо всем за лайк и подписку. Хорошего позитивного дня и яркого солнечного настроения!